Всем привет, меня зовут Егор, и я проектировал макет стадиона «Газпром-Арена» из деталей конструктора Лего. Это тот самый стадион в Петербурге, о котором очень много шуток. И, как вы знаете, на нем будут проходить некоторые матчи чемпионата Евро-2020, который состоится в этом году. Кто-то на канале недавно, поэтому я коротко расскажу о себе. Меня зовут Егор. На сегодня я амбассадор Лего в России, а также дизайнер набора Лего Техник 41999. Из Лего я собираю уже более 30 лет, и к своим 37 годам имею в активе не только ряд самоделок, которые вы можете видеть на моем канале, а также ряд лего-проектов. Например, кроме стадиона «Зенит» я делал большую мозаику с логотипом «Додо Пицца» для кафе, которое находится в городе Сочи. Кроме того, есть ряд других непубличных проектов, как правило, это наборы, которые предназначены для подарков, для сувениров, для каких-то компаний. Последняя моя модель – это макет стадиона «Газпром-Арена», тот самый, что находится в Санкт-Петербурге, на котором будут проходить ряд матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2020. Всем привет, это одна из моих последних построек. Стадион футбольного клуба «Зенит», так называемый «Зенит-Арена», или ее еще «Газпром-Ареной» называют. Построен он на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. И вот мне посчастливилось собрать его из конструктора Лего к предстоящему мероприятию чемпионат Европы по футболу. Модель была построена для оргкомитета Евро, специально для мероприятий, которые приурочены к 50 дням до старта турнира. В этом видео я покажу макет стадиона, то, что успел снять до его отправки, а также расскажу о том, как я его проектировал, с какими сложностями сталкивался и как их решал. На разработку и постройку ушло 3 месяца. Началось все в начале декабря 2020 года. И все эти 3 месяца я вынужден был заниматься им на полную. То есть я забыл все свои лего-проекты, забил на свой YouTube канал и даже на ночной сон. Этап разработки выглядел следующим образом. Первое – это проектирование черновой модели, которую я мог бы показать оргкомитету, чтобы он имел представление о том, что он получит в конце. Тут и габариты модели, и стиль постройки, общая форма и примерное количество деталей. Алло, да, я сделал. Конечно, все, присылайте курьера. Далее, если их ожидания и мои возможности сходятся, я начинаю основной процесс проработки модели. Постройка ведется как вживую с помощью живых деталей Лего, так и с помощью программы 3D проектирования на компьютере. Все это делается параллельно. Некоторые элементы удобнее строить начинать вживую, а некоторые же удобнее прикинуть прямо на компьютере, виртуально. Главное, чтобы в конце 3D-модель и живая модель были синхронизированы, то есть совпадали вплоть до последнего элемента. После окончания разработки начинается процесс создания пошаговой инструкции для сборки модели. Естественно, инструкция делается компьютерная, графическая, аналогичная тем, что вы можете видеть в наборах Лего. Никаких фотоинструкций, никаких 3D-моделей без пошаговой разбивки, об этом даже речи нет. В процессе работы над инструкцией приходится модель оптимизировать. Оптимизировать для удобства сборки. Необходимо учитывать особенности сборки, например, кто будет собирать, какой возраст, сколько людей будут одновременно собирать, а также есть ли у них опыт сборки Лего до этого. Вся суть стадиона была в том, что его должны были строить подопечные нескольких фондов. Это фонд Константина Хабенского, фонд «Звезды детям», воспитанники футбольной академии «Зенит», а также академии танца Бориса Эйфмана. Ну и Андрей Аршавин закинул пару кубиков в конечную модель. Учитывая, сколько детей должны собирать в стадион, модель необходимо было разбить на отдельные модули, которые собирались бы независимо в разных частях Санкт-Петербурга, а потом сводились бы в одно место и собирались бы воедино в единую конструкцию макета стадиона. Ну и, конечно, каждый модуль должен обладать разным уровнем сложности сборки, потому что разбег по возрасту собирающих действительно большой. Здесь используется 16 базовых пластин серого цвета, каждая из них 48 на 48 студ. Вот, они являются основанием.
Пока я не начал углубляться в подробности, скажу, что модель построена на 16 базовых пластинах, то есть 4 на 4 пластины, размер одной пластины 38 на 38 сантиметров. То есть вся площадь основания получилась 152 на 152 сантиметра. Диаметр самой постройки составил примерно 1 метр. Ну и в модели задействовано порядка 12 тысяч деталей и вес составил около 15 килограмм. На самом деле это немного, потому что модель построена в стиле Lego Technic. Если бы ее строили из Lego System, она бы весила бы значительно больше. Оргкомитет пожелал, чтобы диаметр стадиона был не менее метра. Ну и также подкрепил свои пожелания рядом фотографий из интернета. Итак, я решил, что модель будет строиться в стиле Lego Technic. На это было несколько причин. Аналогичного размера стадион из кубиков классического Лего потребовал бы гораздо больше элементов, потому что самые элементы меньшего размера, и чтобы все это подстроить и покрыть, потребовалось в разы больше деталей. Как минимум в 2, а может быть и в 3 раза. У меня же в наличии были в основном Lego Technic элементы. Даже если бы я построил из того же Lego System, то пришлось бы усиливать всю эту конструкцию с помощью Lego Technic стяжек. Поэтому почему бы сразу не сделать все как нужно? Конструкция из Lego Technic получится гораздо легче и прочнее, что положительно скажется на возможностях модульной разборки и транспортировки модели в другое место. Ну и вообще сами по себе детали Lego System, они гораздо меньше. То есть чтобы собрать даже вот такого же размера модель из Lego System уйдет, наверное, деталей раз в 5 больше. Это во-первых. Во-вторых, все несущие конструкции, эти балки, фермы, их, конечно, из Lego System так не сделать. То есть в любом случае пришлось бы применять техник для того, чтобы укрепить всю конструкцию и сделать стадион достаточно крепким для того, чтобы держать вес кровли, крыши, бакланов на крыше всяких разных. Модель из System, даже при малейшей встряске стола, макета, где он стоит, даст трещины в конструкции. Ну и последнее — это сроки. Сроков, как всегда, не хватает. Если строить из кубиков, то их нужно сначала где-то закупить в таком объеме, а потом уже строить. И в 3 месяца мы бы не уложились. Некоторые элементы сделаны из Lego System, чтобы в принципе не забывать, что это Lego, потому что в том месте, где он будет стоять, если это будет голимый техник, то возникнет вопрос, это точно Lego? Сами понимаете, для неискушенного пользователя такая конструкция может вообще показаться далеко не Lego. Само собой, поле сделано из Lego System, трибуны сделаны из Lego слоупов. Итак, саму постройку я разбил на 7 этапов. Первое – это сделать каркас круглой, точнее бочкообразной формы и разместить его на базовых пластинах. Второе – это закрепить на каркас панели стилобата, панели газонов спусков, что находятся вокруг стадиона, и скошенные стены здания. Далее необходимо было внутрь уже сформированного стадиона поместить трибуны, которые одновременно будут являться еще и несущими столбами для крыш. Четвертое – это необходимо было закрепить сверху над трибунами прочные фермы, пролеты которых должны выдерживать нагрузку на изгиб от крыши и створок купола, которые будут сверху над фермами. Пятое – это установка самого футбольного поля внутрь стадиона. Шестое – это декорирование полученной конструкции. Сюда входит и детализация стилобата, это так называемые офисные здания, подъемы трапы с лестничными маршами, шпили на крышах, вентиляционные выходы на газонах, а также лесенки и также 2 исторических здания входной группы, где есть колонны, арки и так далее. Последнее, седьмое, это сделать купол, который состоит из 2 раздвижных створок, которые можно закрепить как в открытом положении, так и в закрытом. Главной сложностью на первом этапе было решить, как с помощью Lego придать округлую форму зданию. Потому что практически все стадионы, которые строились из Lego, которые я искал в интернете, имели прямоугольную форму. Даже тот же самый набор Олд Траффорд, это стадион Манчестер Юнайтед. 2 единственных существующих в интернете круглых стадиона достойного качества, они построены из лего-бриков. Один из них построил Марк Легобой, наш соотечественник, которого я, к сожалению, нашел позже. И второе, это этот шикарный стадион, который имеет порядка 20 тысяч деталей. И, к сожалению, таких деталей у меня на момент постройки не было. Детализация, конечно, здесь шикарная, но я думаю, что чтобы то же самое реализовать для стадиона «Зенит», это потребовалось бы гораздо больше кубиков. Не 20 тысяч, а, наверное, ближе к 30. Я рассматривал недавно вышедший набор «Колизей», и, к сожалению, достаточно хрупкая и в
то же время сложная конструкция. Стадион Олд Траффорд, он выполнен в меньшем масштабе, я тут даже не смог бы взять газон, который, к слову, там очень хорошо сделан. Очевидно, что в случае с «Зенитом» необходимо было искать другое решение, потому что стадион «Зенит» имеет круглую форму, в то же время похожую на какую-то летающую тарелку. И нам нужно было в первую очередь сделать какой-то каркас круглый. У Лего много круглых деталей, но они, как правило, все маленького размера. Единственный вариант, который напрашивался и, к слову, который был использован Марк Легобой в его стадионе Краснодар, это каркас из круглых элементов железной дороги. Ну, по сути, нужно круг железной дороги сделать. К сожалению, для Lego Technic стадиона этот вариант не очень подходил. Мне показался он не очень прочным. В общем, в качестве круглого каркаса был сделан 16-гранник. Для этого у Lego существуют Technic-коннекторы с углом 157,5 градусов. И соединяя 16 таких коннекторов друг за другом, у нас получается окружность, грубо говоря, 16-гранник. При этом грани всей этой 16-гранной структуры необходимо было подбирать таким образом, чтобы у нас вот этот 16-гранник лег на базовые пластины Lego System и лег так, чтобы у нас север, юг, запад, восток, чтобы они легли ровно на шипы студы Lego System. То есть размеры этого 16-гранника, грубо говоря, по двум осям X и Y должны составлять целое число в единицах измерения Lego. Иначе в дальнейшем возникнет много сложностей с подгонкой деталей. Далее на этот 16-гранник нужно было закрепить столбы. Получилось, если я не ошибаюсь, 64 столба. И сверху на эти 64 столба я положил еще один такой же 16-гранник. То есть у нас в итоге получилась призма с 16-гранником в основании. Притом 16-гранник неправильный, у него грани имеют разные размеры, но при этом все углы одинаковые. Высота этой призмы получилась примерно 18 сантиметров. Таким образом, эта призма стала неким пространственным каркасом, который придает нашему стадиону примерно округлый вид. Вы ведь знаете, что даже в компьютерных играх окружность — это по сути многогранник, и чем больше граней, тем он более похож на круг. И этот каркас не является несущим, он лишь каркас в кавычках, то есть придает форму, но не держит всю конструкцию. Второе. На этот каркас были закреплены панели. Панели для основания, для стилобата, по которому якобы ходят пешеходы. Спуски, газоны вокруг всего стадиона, а также скошенные стены, для которых подошли как раз закругленные панели. И вот таким образом они были закреплены, придав нашему стадиону чашеобразную форму. Здесь же у нас крепятся панели стен. Вот там плоские, здесь изогнутые, чтобы форма чаши такая у нас получалась. И, кстати, все эти панели стилобата, газонов спусков и, забегая вперед, крыши, они имеют трапециевидную форму. Таким образом, когда мы складываем все эти элементы друг к другу, у нас получается, что все трапеции складываются фактически в окружность. Это чем-то напоминает то, как сделаны соколы тысячелетия из Лего. Дорожки, лесенки, которые здесь идут, они тоже сделаны схематично, но не один к одному, потому что с задней стороны стадиона там вообще нет этих дорожек, там идет эстакада для заезда машин. То есть там дороги проложены, и там очень сложная форма газона. Основной угол задает коннектор номер 3. Вот он. То есть с помощью него базовый угол задан. Базовый угол. И вот так вот у нас несколькими изгибами мы создаем 360 градусов окружность. Вот этот 16-гранник, он у нас и по верхней линии создан, и в основании также воспроизведен, так, чтобы у нас эти столбы несущие, они реально несущие, чтобы они попадали прямо ровно от верхнего, я называю это окружностью, от верхней окружности до нижней окружности. Далее были сделаны прочные каркасы трибун, и сами трибуны, естественно. У этих каркасов была по сути функция столбов, на которых будет держаться наша крыша. На этом этапе мне пригодилась геометрия, потому что каркасы трибун необходимо было делать из треугольников, как наиболее прочных геометрических элементов. Эти треугольники были прямоугольными, а для этого мне пришлось активно использовать теорему Пифагора. Подобрать размеры катетов и гипотенуз таким образом, чтобы это были целые числа, ведь у Лего балки все имеют дискретные длины. Например, катеты 3,4 и гипотенуза 5, или катеты 12,5, а гипотенуза 13. И таких еще было несколько вариантов, которые подходили под дискретные значения длин Лего. Сами каркасы трибун были декорированы пластинами, на которых были размещены маленькие слоупы 1 на 1, так называемые сырки, в оттенках сине-голубых. Это была самая монотонная часть сборки, но и в то же время она была самая легкая и не влияющая на конечный результат. То есть, если мы
перепутаем детали местами, то от этого ничего не изменится. Просто будет разный рисунок на трибунах. Далее, четвертое. Трибуны было решено соединить с помощью длинных ферм. Ферм, которые благодаря своей прочной конструкции приняли бы на себя без проблем вес крыши и вес створок купола. Эти фермы также состоят из треугольников, что придает им прочность на изгиб. Кстати, в реальной жизни вы такие фермы наверняка встречали. Например, башенные строительные краны, они как раз состоят из таких подобных ферм для того, чтобы кран был жестким и не гнулся при подъеме груза. Фермы также часто можно видеть, например, в крыше каких-то больших ангаров или спортивных залов. Ну или, например, каркасы тех же гоночных машин, это по сути тоже фермы, которые используют треугольники для придания жесткости машине. Установленные поверх трибун фермы, они не только стягивали дальние от себя трибуны и создавали некий мостик, на который ложились бы у нас элементы крыши, но они также связывали наш 16-гранник с конструкцией трибун. Несущие конструкции фермы, которые протянуты у нас от трибун, между трибунами дальними, и вот еще в стороны здесь есть такой вот несущий столб, на который тоже опирается. Ну, достаточно крепко получилось. То есть крыша, по сути, она лежит и на окружности нашей, и вот на этой вот конструкции фермы. Для чего еще ферма сделана? Потому что здесь еще будет у нас купол такой. На самом деле здесь его нет пока. Фишка данного стадиона в том, что он круглогодичный, и здесь такой раздвижной купол, который одна половинка раздвигается сюда, другая сюда. Тем самым у нас стадион становится полностью открытым под открытым небом. Или же, если не погода, какие-то осадки, то эти стеклянные конструкции сдвигаются, и у нас получается, что полностью закрытый стадион для игры в любое время года. Итак, трибуны с фермами помещены внутрь нашего округлого здания. Теперь по центру между трибунами можно разместить само футбольное поле, сделанное из Lego System пластин зеленого цвета с нанесенной белой разметкой лего-тайлами. На поле кроме разметки есть ворота, скамейки для команд и также другие декоративные элементы. Казалось бы, это самый простой элемент, для чего было выделять его в отдельный пункт. Поле неожиданно для меня оказалось сложным элементом, и тут я не ожидал такой подставы, потому что, собрав его в программе в 3D, я старался использовать максимально большие детали, а это именно 16 на 16 пластины, плейты, чтобы сэкономить количество деталей и в то же время придать конструкции жесткость. Однако, когда я собрал всю эту конструкцию вживую из кубиков, я неожиданно для себя увидел, что эта конструкция вся вот так вот искривилась, а все потому, что у меня было недостаточно опыта с Lego System сборками. Плейт, который насаживается на другой плейт, он имеет размеры чуть меньше, чем выступающие шипы. То есть это сделано для того, чтобы две детальки крепились друг к другу плотно и легко не выскакивали. Поэтому, когда мы крепим какой-то длинный плейт на другой плейт, то эта разница в размерах настолько большая становится, что верхний плейт просто стягивает нижний и тем самым вынуждая его вот так вот прогибаться. В итоге мне пришлось переделывать поле с использованием мелких плейтов, ну, размером там 4 на 4, там 6 на 4 и так далее. Конструкция получилась более хрупкой, но теперь у меня появилась возможность установить это поле внутрь без деформации, и оно крепилось нормально. И у меня больше не отваливалась разметка от того, что изгибается поле. Еще одна сложность поля была в том, что оно сделано нечетным по обоим измерениям. Все потому, что нужно было провести у нас по центру центральную линию, разделяющую два поля на две части. А так как эта линия у нас шириной один шип, то поэтому у нас поле получилось нечетным. Это добавило еще дополнительные сложности в его укреплении. Шестое – это детализация самого здания, стилобата, каких-то прилегающих газонов. На газоны были установлены множество вот этих вот вентиляционных решеточек, потом сделаны тротуары, лестницы. На сам стилобат были установлены входные группы в виде вот таких вот больших стеклянных зданий, а также трапы, подъемы, которые ведут у нас зрителей сразу на верхний ярус. Также были воспроизведены вот эти всякие трапики, так называемые, я называю их трапиками, это вход на верхние этажи. Вот эти вот тоже конструкции стеклянные, там тоже подъемы, окошки, которые идут поверху под крышей, прямо под самой. Сверху под самой крышей сделано круговое остекление. На самой крыше установлены 8 шпилей. Ну и самая сложная здесь часть — это вот такие вот входные группы. Две входные группы, они абсолютно одинаковые. И это было важно сделать, потому что точно такие же входные группы присутствовали на стадионе, который стоял здесь ранее. Это был стадион имени Кирова. Это входная группа, которая сохранена еще от старого стадиона исторического. В оригинальном виде они в виде трапеции сделаны. Я очень много думал, и с помощью Lego System имеющейся я не смог сделать
простую в сборке и надежную конструкцию, чтобы это была трапеция. Поэтому решил упростить немножко и сделать ее в форме, по сути, прямоугольника. Особенность этих построек – это наличие колонн, наличие арок во внутреннем дворе, а также ограждение по всему периметру крыши. Во внутреннем дворе использованы арки от машин серии Speed Champions. Самый последний этап – это раздвижные створки крыши, которая сделана в форме купола. При начальном планировании модели рассматривалось, что эта крыша могла быть раздвижной, как в реальности. Для этого я бы сделал просто направляющие из балок и несколько роликов, по которым бы крыша катилась, когда раздвигалась. Однако на это не хватило времени, поэтому пришлось делать крышу просто двухрежимной. То есть она может быть собрана в закрытом состоянии и в открытом. Сами створки крепятся всего на 2 пина, поэтому переставить створки не составляло труда. На моих видео створок вы не видите, потому что я их доделывал уже в конце, когда уже разобрал основной стадион и отправил его на сборку в Санкт-Петербург, а створки я доделывал и уже отправлял отдельно. И, кстати, по самой конструкции створок, изначально я планировал сделать их действительно из прозрачных деталей панелей LEGO System. У меня их много, и я хотел сделать их стеклянными. Однако потом я осознал, что остекление все равно получится не сплошным. То есть будет очень много мест, которые будут дырявыми. Все из-за того, что сам купол у нас мало того, что он выпуклый, так он еще и круглый. То есть, сами понимаете, сделать это из LEGO System было практически нереально. И поэтому ко мне пришла идея сделать его из LEGO Technic. Для этого я применил гибкие оси и также угловые коннекторы. И вы знаете, этот купол даже понравился мне больше. Во-первых, крыша получилась легче, во-вторых, прочнее. Только не крыша. На самом деле, в чем кайф Лего, это то, что ты такой раз разобрал, потом что-то еще сам сделал. В-третьих, отсутствие даже прозрачных деталей стекол не мешает видеть внутреннее устройство стадиона, а именно трибуны и поле. А это было очень важно. Могу показать, как он устроен. То есть панели, вот крыши, например, они держатся на пинах просто. После сборки виртуальной и реальной модели я начал подготовку подробной пошаговой инструкции, которую понял бы любой сборщик. В процессе подготовки инструкции я старался максимально оптимизировать и унифицировать модель. Например, для того, чтобы вы смогли собрать в инструкции вместо 8 разных деталей 8 абсолютно одинаковых модулей, а потом в них можно уже будет внести какие-то корректировки. Это экономило в том числе и мое время, потому что мне нужно было делать не 8 разных инструкций, а одну с пометкой, что используется она 8 раз. То есть для постройки 8 одинаковых модулей. Ну, например, 64 одинаковых столба. К сожалению, мой старенький i7 2013 года, когда-то он был топовым, сегодня уже с трудом справлялся со столь большой моделью. Похоже, программа Bricklink Studio пока недостаточно оптимизирована для таких крупных моделей. Ведь у меня было 12 тысяч деталей, и настройки графики я выкрутил на минимум. Например, когда я делал пошаговую инструкцию, после изменения одного незначительного шага программа пересчитывала абсолютно все последующие шаги. Поэтому виртуальную модель мне тоже пришлось разделить на модули. Точнее, даже на отдельные файлы, и в каждом файле я делал инструкцию к отдельному модулю. В итоге я получил инструкции для каждого модуля, их получилось очень много. У каждой инструкции был список деталей, соответственно, при разборке стадиона обратно на модули и уже на детали нужно было сверить список деталей с тем, что фактически получилось после разборки. Тут тоже находились ошибки, и приходилось их корректировать и упаковывать в пакет уже правильный ассортимент деталей. И вот эта самая подготовка инструкций был самым нервным и сложным процессом для меня. У большинства может возникнуть вопрос, почему стадион получился таким дырявым. Во-первых, это сложная круглая форма. Во-вторых, стиль техник, который я выбрал. Я понимаю, что можно было закрыть множество щелей, не знаю, слоупами, тайлами, какими-то плейтами и так далее. Тем не менее, осталось бы много дырявых мест, которые я не смог бы закрыть ничем. Это даже самое банальное отверстие LEGO Technic деталей. Да и наличие всех этих заглушек никоим образом не повлияло бы на конечное восприятие модели. Поэтому я не вижу смысла усложнять конструкцию вот этими всеми мелкими затычками, которые к тому же еще и плохо держатся и могут легко отвалиться. Что касается копийности, то пропорции, безусловно, могут иметь какие-то погрешности. Например, сейчас я вижу, что он должен быть
чуть пониже в размерах, ведь стадион строился по образу и подобию, как и многие модели Лего. Неважно, возьмите любой набор Лего, пусть даже это будет Колизей, стадион Олд Трэффорд, большие модели Лего Техник в масштабе 1.8, все делается по образу и подобию, и везде есть какие-то небольшие погрешности. Да и к тому же, если стремиться к совершенству, браться за Лего в этом случае вообще смысла не было. Проще было заказать, не знаю, макет на 3D принтере какой-то сделать. Скажу, что поначалу мне было непросто принять решение взяться за этот проект, тем более такой несвойственный для меня архитектурное сооружение. Но, как известно, дорогу осилит идущий. Или не осилит. Как мне кажется, модель получилась удачной. Мне результат нравится. И оргкомитету тоже. А что думаете вы по этому поводу? Напишите ваши комментарии снизу. Спасибо, что смотрели мое видео. До скорого, пока.